знаю, верите ли вы в инопланетян, но рядом с вами сейчас сидит инопланетянин. Или даже несколько. Просто потому, что, согласно одному из подходов к взаимоотношению полов, мужчины и женщины – это выходцы с разных планет. Согласно другой теории, мужчины и женщины – это представители разных биологических видов. Всегда, когда речь заходит о мужском и женском, естественным образом включаются механизмы противопоставления. Это неудивительно, мы разные. Но, к сожалению, из этой разницы зачастую получается непонимание. Из непонимания – агрессия. А из агрессии на свет появляются такие явления, как феминизм или формулировки типа «женщина – друг человека». Сегодня мне бы хотелось рассмотреть эту разницу в другом ключе. Или, если выразиться точнее, в другой геометрии. И основываться эта геометрия будет на всемирно известном произведении живописи «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Это очень контрастное произведение. Контраст хрупкой, балансирующей на шаре девочки и мощного, устойчиво сидящего на кубе атлета. Контраст двух человеческих фигур, контраст двух геометрических тел. Непохожесть мужского и женского начал – это непохожесть куба и шара. И в чем же именно это заключается? Ну, во-первых, это уравновешенность. Шар имеет всего одну точку равновесия, у куба это целая плоскость. Физически, если тело имеет одну точку равновесия, означает, что любое, даже малейшее внешнее воздействие его из этого состояния выведет. И отсюда все те качества, которые нам, женщинам, обычно приписывают. Это и девичья память, и знаменитое женское непостоянство, и излишняя эмоциональность. Куб нет, куб он устойчив. И гораздо более устойчив и уравновешен мужчина. И отсюда вытекает очень важное мужское качество – это надежность. А с понятием надежности очень тесно связано понятие ответственности. Так или иначе, ответственность мы ассоциируем с тяжестью. Груз ответственности, говорим мы, груз, который ложится на наши плечи. И это не просто метафора. В психологии есть тест, когда человек с закрытыми глазами, исключительно по своим ощущениям, должен показывать габариты своего тела. И в зависимости от того, насколько показанный им результат разнится с реальностью, выявляет проблемные точки в его психике. И вот как раз ширина плечей в этом тесте соответствует готовности человека брать на себя ответственность. А теперь посмотрите на картину и сравните ширину плечиков девочки и ширину плечей атлета. А если еще вспомнить о том, что было сказано выше о равновесии, то, я думаю, ответ на вопрос, чьей привилегией является ответственность, находится сам собой. Второй момент, который принципиально отличает шар и куб, это углы. Я думаю, всем девочкам в детстве, когда они дрались с мальчишками, говорили, нельзя себя так вести, девочка должна быть доброй, должна быть мягкой. И сравнение куба и шара нам говорит о том же. У куба много углов, у шара их нет вообще. Сама собой рождается метафора «сглаживать углы». Получается, что это роль женщины. Твердость духа, если выразиться категорично, умение гнуть свою линию – это очень сильное качество. Но сила эта больше мужская, нежели женская. Женская сила как раз в умении быть мягкой. И союз этих двух сил – это не взаимоподавление, это взаимодополнение. Мужская твердость как умение вести, и женская мягкость как умение вестись, умение отдаваться. Очень хорошо эту философию чувствуют те, кто занимается парными танцами. Там даже не будет стоять вопроса, разделяешь ты эту точку зрения или нет. Ты либо ее принимаешь, либо ты не будешь танцевать в паре. И я думаю, что примерно так же этот принцип работает и в жизни. Третий момент, который мне хотелось бы рассмотреть относительно куба и шара, это работа линий. Куб – это совокупность прямых линий, пересекающихся под прямыми углами. Шар – это совокупность окружностей, то есть линий изогнутых, замкнутых относительно центра. И мы получаем прямолинейность ребер куба и хождение вокруг да около окружности шара. Вот она разница мужской и женской логики. Мужчины действуют напрямую, женщинам гораздо более свойственен подход издалека, витиеватость, умение играть. И о том же самом нам, в принципе, говорят и сами фигуры, изображенные на картине. Фигура атлета фактически выполнена прямоугольными ступеньками, а тело девочки передано плавной S-образной линией. Очень важный момент, который бы мне еще хотелось рассмотреть, это момент, связанный с симметрией. Относительно симметрии, два этих геометрических тела, в принципе, похожи, это высокосимметричные тела. Но куб, он
геометрически правильный. Наверное, именно поэтому он такой излюбленный объект для школьных задачек. И, может быть, с точки зрения точных наук выразиться так будет не совсем корректно, но с точки зрения нашего каждодневного опыта, я думаю, так можно сказать. Куб, он рациональный. Нам действительно гораздо более удобнее мыслить в геометрии куба, нежели в геометрии шара, например. И мужчина действительно очень близок к сфере рационального. А вот шар в этом смысле, он исключителен. Шар, он бесконечно симметричен. А бесконечность, если верить и философии, и математике, это первый признак идеального, первый признак высшего. Человек постоянно пытается найти способ с высшим соприкоснуться. Он пытается найти его в искусстве, религии, всевозможных спиритических сеансах. Я думаю, что, скорее всего, каждый из этих методов работает по-своему. Но единственная наглядная возможность увидеть это соприкосновение – это те 9 месяцев, когда новая жизнь посредством тела женщины переходит из небытия в бытие. И поэтому именно женщина близка к сфере идеального. О том же нам говорит и символика фигур. Круг – это символ небесной сферы, квадрат – символ земной сферы. Сейчас очень актуально понятие миссии как творческого предназначения. И с этой точки зрения мужское творчество, оно земное. Мужчина творит искусство, искусство в широком смысле этого слова. Я отношу сюда и руководство, и науку, изобретение и так далее, то есть то, что создается на земле. Женская миссия и женское творчество – это небесное. Женщина творит естество. Потому что даже если внимательно послушать слово «природа», то мы услышим, что оно созвучно с тем, что дается в природах. Для нас визуальной границей между сферой земного и сферой небесного, между землей и небом, является горизонт. Так вот, если посмотреть на горизонт на картине, то мы увидим, что фигура мужчины целиком находится ниже этой линии. То есть он сопричастен земному, а фигура девочки за эту линию выходит. Опять же, повторюсь, именно женщина соприкасается с высшим. И это ключевой момент. И так как он ключевой, мне бы хотелось закончить свое выступление, рассмотрев его еще с одной точки зрения, с точки зрения символики линий. Все, что связано со сферой земного, это линия горизонтальная, ну, как Земля. А все, что связано с сферой небесного, это линия вертикальная, то есть ось, сила, которая держит все это. Союз горизонтальной и вертикальной линии дает крест. Крест – это очень древний символ. Он древнее, чем все исповедуемые сейчас монотеистические конфессии. И изначально это символ жизни. И поэтому каждый раз, когда мы пытаемся понять друг друга, когда мы делаем шаг навстречу друг другу, мы не просто решаем свои бытовые проблемы или преодолеваем психологические барьеры, мы делаем шаг навстречу жизни. А пока мы движемся в направлении жизни, будущее есть.